Друзья, всем привет, всем здорово, всем доброе утро. Если вы видите за моей спиной трамвай ЛВС-86, угадайте с первого раза, в каком я городе. Для тех, кто не понял, это Санкт-Петербург, ведь именно здесь работают эти крутые, мега редкие трамваи. Санкт-Петербург, троллейбусная столица мира и России. Санкт-Петербург, рай для транспортного фаната вроде меня. Вы на канале Блог Жда Фотографа, с вами Игорь Абросимов. Мы начинаем! Погнали! А начнем мы с увлекательной системы так называемого частного трамвая, который курсирует от Ладожского вокзала. Его здесь называют «Чижик». Система была открыта в 2018 году. Трамвай «Чижик» работает по принципу так называемой концессии. То есть транспортная компания обеспечивает строительство, закупку подвижного состава, перевозку пассажиров и содержание инфраструктуры, а город взамен позволяет зарабатывать деньги на этом. Трамвайная линия обслуживается вот этими красивыми зелеными трамваями марки «Штадлер». Сделано в Минске. Таким состоянием путей и контактной сети, как здесь, на линии частного трамвая «Чижик», не может похвастаться даже Москва с ее многомиллиардными бюджетами, которая не может даже построить нормальные новые трамвайные линии уже на протяжении 20 лет. Москва может похвастаться разве что сокращением количества подвижного состава на линиях. Средняя скорость движения трамваев по маршрутам 25 км в час, и 100% путей находится на выделенных линиях, чем опять же не может похвастаться наша любимая Москва. Первоначально «Чижик» это был всего лишь один маршрут, а сейчас их целых 4. Все они начинаются у Ладожского вокзала и расходятся по разным направлениям. Санкт-Петербург – это город, в который ты приезжаешь из Москвы и просто залипаешь на любой улице. Потому что здесь куча разного типа подвижного состава. Автобусы, троллейбусы, трамваи. Все такое красивенькое, чистенькое. Не то что в Москве, где все сплошняком синего цвета. И никаких троллейбусов. И никаких трамваев, кроме «Витязей». Вы только полюбуйтесь, кого я нашел в Санкт-Петербурге. Здорово. Здорово! Я снял Волжайн Сити Ритм 12, МАЗ-103, ЛиАЗ 5256, 206 МАЗик, 5270 Волгобасы, МАЗы 216, НИФА старый снял 5299. Он где-то уже минут 10 перечисляет наименования разных автобусов, но если бы это была Москва, он бы назвал в лучшем случае модели 4. А мы продолжаем баянить транспорт в Петербурге. Мы отправляемся на 123 маршрут ловить ЛиАЗы 6213.20. Этих автобусов здесь очень много. Где-то, наверное, порядка 180 штук. Больше только в Москве раньше было. Но в Москве все автобусы данной модели были отставлены, по-моему, в прошлом году от эксплуатации. А в каком году строились эти автобусы? С 2008 года. С 2008 где-то по 2011. Думаю, что их скоро постепенно заменят на 6271 Волгобасы. Но пока их много. На мой взгляд, в Питере самые интересные автобусы 4 моделей на текущий момент. Это Волжайн Сити Ритм 12, ЛиАЗ 529220, ЛиАЗ 6213.20 и НИФАЗа 5299 ранних выпусков. А мы сейчас находимся на проспекте Энергетиков. Далеко не самое туристическое место Петербурга, зато здесь работают нужные нам автобусы. Поэтому, собственно, мы и приперлись в эту промзону ловить автобусы. Вы на канале Блог Жда Фотографа, как всегда. Мы приезжаем в самое Зажопинске, чтобы снять непонятно что, ради непонятно чего. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк под этим видео. В Петербурге найдена коллекция автомобилей КамАЗ Айоки. Это не автобус и даже не грузовик, это телевизионный автомобиль. По сути, это КамАЗ, на шасси которого поставили телевизионное оборудование в коробке. Сделана эта конструкция в Финляндии. В поисках интересных автобусов нас занесло на Бестужевскую улицу на окраине Санкт-Петербурга.
Полюбуйтесь, какое здесь прикольное благоустройство. Да, здесь стоят старые хрущевские пятиэтажки, но даже в советское время умели делать благоустройство дорог лучше, чем делают его сейчас в каких-нибудь новых районах типа Кудрово или Мурина. Какой ужас! Ни одного парковочного места. Ну что ж ты будешь делать? Следующая остановка – проспект Энергетиков. Дом 75. Конечно, ЛиАЗ-6213.20 это не такой уж старый автобус и даже не ретро. Эти машины выпускаются по сей день, правда, в немножко другом кузове, в немножко другом исполнении. Но конкретно такой модификации больше нигде, кроме как в Петербурге, уже не осталось. Например, в Москве последние автобусы этой серии исчезли в прошлом году. Главное отличие от более современных модификаций этой модели – это морда, которая представляет собой огромные круглые фары, а также отсутствие кондиционера. Ну и мелкие различия в компоновке салона, в которые я даже вникать не хочу. Ну что, друзья, полдня на съемку не самого интересного автобуса потрачено, и мы идем дальше. Что там у нас по плану? А дальше у нас по плану трамвай ЛВС-97. Опять от меня сбежала последняя 7-я трамвайка. Загадка Петербурга номер 1. Почему от Ладожского вокзала в сторону области едут аж целых 4 маршрута Чижика, а в сторону центра одна жалкая 7-ка с интервалами 20 минут? Напишите разгадку на эту страшную тайну в комментариях. Загадка Санкт-Петербурга номер 2. Заборы. Везде, где только можно. Например, для чего нужно было делать здесь 2 забора вдоль тротуара? Чтобы люди не могли наступить на грязь, не дай бог? Санкт-Петербург. Заборная столица России. Мне кажется, или что-то здесь нечисто. Мы находимся на Новочеркасском проспекте, ищем 27-й маршрут трамвая. Американская разведка подсказывает, что именно на нем сегодня работает нужный нам вагон ЛВС-97. А я напоминаю, что сегодня 16 апреля и в Москве проходит ежегодный парад трамваев. А сейчас у нас в Питере тоже проходит парад трамваев, и это трамвай КТМ-23. А этот трамвай называется КТМ-31, сделано в Усть-Катаве. Современный низкопольный трехсекционный крутой трамвай. И, конечно же, символ Санкт-Петербурга. Классический ЛВС-86. Как я и говорил, с круглыми фарами. И за моей спиной трамвай модели ТС-77. Двухсторонний трамвай, предназначенный для челночного движения. Он как поезд метро. Приезжает и тут же разворачивается. А это трамвай модели 71-301. Такие трамваи выпускаются здесь, в Санкт-Петербурге. Низкопольный вагон, в которых построено всего лишь 4 штуки. Кстати, еще один довольно интересный трамвайчик – это модернизированный ЛМ-68М. Ему присобачили модную кабину в стиле трамвая ЛМ-57, а также сделали его двухсторонним. Вот такой вот крутой, милый трамвай можно встретить в Санкт-Петербурге. Смотрим. Вы видите за моей спиной трамвай ЛВС-86. Кстати, нам нужно сесть в этот трамвай. Бежим скорее. Трамвай ЛВС-86. Ленинградский вагон, сочиненный. Детище Петербургского трамвайно-механического завода, который выпускалось с 1987 по 1995 год. Построено больше 400 вагонов этой серии. И хоть они списываются, даже сейчас на улицах Питера можно увидеть больше 200 вагонов различных модификаций. Давайте же посмотрим, что интересного есть в этом крутом, брутальном трамвае. Самое интересное в этом трамвае — это, конечно же, его узел сочленения. Посмотрите, какой он уютный и низкопотолочный. Можно посмотреть, что там есть внутри за резинкой. Очень интересно. Можно хватиться рукой за эту ручку.
Прямо как в Икарусах. Непередаваемое ощущение. Разве такое можно увидеть в наших московских трамваях «Витязь»? Конечно же, нет. «Витязь» вообще очень скучно. Они пневматические. Осторожно, двери закрываются. Вот мы и добрались до трамвая ЛВС-97. На первый взгляд он практически не отличается от своих собратьев ЛВС-86, которых больше 200 работает в Петербурге. Однако этот трамвай гораздо более редкий. Давайте же посмотрим, чем он так интересен. Главное отличие – это двери в тягаче, точнее в передней секции. Если у ЛВС-86 двери располагаются спереди одна и в середине одна, то здесь обе двери расположены друг рядом с другом, в середине салона, а передняя дверь ведет исключительно в кабину водителя. Также следует обратить внимание на сиденья в этом вагоне. Они здесь, судя по всему, сохранились еще с завода. Полюбуйтесь на эти очаровательные хромированные рукоятки. Спора нет. Это самый суровый трамвай Санкт-Петербурга. Ну и, конечно же, привод дверей. Пневматический. Слушай. Трамвай ЛВС-97. Годы выпуска с 1999 по 2004. В отличие от своих собратьев ЛВС-86, эта серия оказалась не такой многочисленной. ЛВС-86 более 300 штук, а этих всего лишь 50. И в этом году, возможно, их уже не останется и вовсе. К счастью, есть музейный экземпляр. Самым главным отличием ЛВС-97 от более массового вагона ЛВС-86 является узел сочленения. Как видите, здесь узел сочленения, скажем так, висит в воздухе, в то время как на ЛВС-86 узел сочленения опирается на тележку. Ну что же, а я прощаюсь со своим новым другом ЛВС-97 и отправляюсь дальше изучать крутые ништяки транспортной системы Санкт-Петербурга. Мы будем ловить троллейбусы-гармошки ЗИУ-683, а также ВМЗ. В сеть слиты секретные данные разведывательного центра Пентагона, согласно которым нужный мне троллейбус ВМЗ-6215 сегодня не на маршруте. Поэтому мы продолжаем исследование не самых красивых мест Санкт-Петербурга в поисках редких автобусов. И мы на проспекте Косыгина, где курсирует маршрут 77, на котором работают автобусы Волжанин 6270, а также ЛяЗ 5292.20. Конечно же, вам, как и мне, эти цифры ни о чем не говорят, но давайте же спросим об этих цифрах у автобусного эксперта. Эх, сейчас бы девчину, а не вот эти вот все автобусы. Или пивка. С вами Автобус Мастер, и сейчас я вам расскажу про очень интересный автобус. Волжанин Сити Ритм 12. 12-метровый, полностью низкопольный,
разработанный на Волжском автозаводе в городе Волжске, ну логично же, да? Такие автобусы строились, представьте себе, с 2007 года и по 2012, пока не произвели полный рестайлинг и волжане не стали волгобасами. Ну и всего было выпущено этих автобусов каких-то 250 штук. Эти автобусы достаточно редкие на текущий момент. В Москве они прекратили эксплуатацию в 2020 году еще. А в Питере они есть до сих пор. И, кстати, не только в Питере, они еще есть в Туле. А в Туле как раз-таки московские автобусы с московской лапшой. Но питерские все-таки поинтересней. Они поприятнее на вид, поживее, пободрее. Ну и по году выпуска чуть-чуть попозже. Автобус ЛяЗ-5292.20. По сути, первый действительно низкопольный отечественный 12-метровый автобус большого класса. Их отличие от последующих моделей типа .21, .22 это отсутствие кондиционера, это ключевая особенность. Дурацкие вот эти сдвижные форточки, которые мы все так не любим. Этих автобусов также в Москве уже нет. А здесь, в Питере, есть еще некоторое количество этих автобусов. Их можно встретить на городских улицах и немного поностальгировать, покататься, повспоминать, как это было у нас. Да, ты закончил, понятно. Это был ЛяЗ-5292.20. А у вас такое было? Идете вы по Петербургу, наслаждаетесь красивой исторической архитектурой, а потом раз! И ужасный торговый центр врывается в культурную историческую ткань города. Знаете, как такое называется? Пошлость. Звенящая пошлость. Загадка Санкт-Петербурга номер 3. Завален автомобилями центр. Как вы думаете, сколько лет уже стоит здесь этот брошенный Пежо? А этот брошенный Форд? Причем это не какой-нибудь Кудрово, а Невский проспект. Зато Невский проспект, в отличие от Московской Тверской улицы, можно перейти по земле, не спускаясь в дурацкие подземные переходы. Да, Сергей Семенович, так тоже можно было. Режим Ильи Варламова выключен. Итак, мы в петербургском метро на станции Маяковская. Это яркий пример станции с так называемым горизонтальным лифтом. И сейчас мы воспользуемся этим чудом техники. Мне кажется, этот поезд очень сильно похож на нашу московскую Яузу. Эксперты напишут в комментариях, как он называется. Станция гостиный двор. Ержан! Салам алейкум, вставать давай, на работу пора. Ты что, с ума сошел, спишь? Очаровательные синие белые троллейбусы, бирюзовые автобусы и другой крутой подвижной состав. Привет из солнечного Петербурга с Невского проспекта. Благодаря Сергею Семеновичу Москва утратила статус троллейбусной столицы мира. Теперь это Петербург. И новый символ Петербурга — это троллейбус ПКТС «Адмирал». Вот этот. Не правда ли? Очень крутой. Эти троллейбусы Петербург закупают с 2020 года. Их уже почти 100 штук. Невероятно. Производятся они на бывшем заводе Тролза в городе Энгельс, который мы посетили в октябре прошлого года. Ссылочка будет вот здесь. За полчаса нахождения на Невском проспекте мы сняли вообще весь современный подвижной состав. ПКТС «Адмирал», МАЗ-216,
МАЗ-303, ЛиАЗ 5292.65 или какой он там, Тролза Мегаполис, БКМ-321. Загадка Санкт-Петербурга номер 4. Почему на Невском проспекте не везде есть выделенные полосы для общественного транспорта? По этой причине троллейбусы вынуждены ехать вот так. Конечно же, не будет супер много желающих ими пользоваться. Прямо как на Тверской улице в Москве. Теперь мы уезжаем из красивого исторического центра и вновь отправляемся в убогий южный спальный район, чтобы ловить там автобусы и трамваи, которые, к сожалению, не ездят сюда. Да, больше троллейбусов, автобусов и трамваев, больше! Уважаемые пассажиры, на станции Пионерская с 5 марта по 1 июля 2022 года в связи с производством работ по ремонту. Мы приехали на прекрасную улицу Зины Портновой. А чем она прекрасна? А тем, что здесь ездит много-много гармошек. Продолжаем парад троллейбусов Санкт-Петербурга. И за моей спиной Тролза Мегаполис во исполнении гармошки. Раньше такие троллейбусы можно было считать символом Москвы, до того, как в Москве поработал Сергей Семенович Собянин, и в Москве не осталось никаких троллейбусов. Так что теперь Тролза Мегаполис с гармошкой — это символ чисто петербургский. Эти прекрасные троллейбусы в Москве работали начиная с конца 2000-х годов. И, соответственно, до закрытия системы. А в Петербурге они работают по сей день. И можно наслаждаться этими красавцами. Этот очаровательный сине-белый троллейбус за моей спиной называется ВМЗ-5298 «Авангард» Вологодского механического завода. Петербург закупает такие троллейбусы с 2020 года. И эти троллейбусы особенны тем, что умеют ездить без контактной подвески. И это очень удобно, если нужно освоить новые районы, куда еще не проложили троллейбусную линию. Таким образом, часть маршрута этот троллейбус преодолевает под проводами, как обычный троллейбус, а остальную часть маршрута по обычной дороге. Это так называемый электробус с динамической подзарядкой, от которого почему-то отказалась Москва в пользу обычных электробусов. Вот тоже довольно интересный троллейбус модели ПТЗ, Петербургский троллейбусный завод. Только в Питере есть эти странные троллейбусы. Согласитесь, внешний вид у него не подарок, это просто коробка с дверями и окнами. Но зато это фишка Питера. В других городах таких троллейбусов вы не встретите. Автобус «Волжанин 5270» — один из самых распространенных автобусов в Питере на сегодняшний день. Причем этот экземпляр еще и сохранился в старой окраске, то есть белый с зеленой юбкой. Очень красиво. Еще один крутой питерский троллейбус — это Тролза Мегаполис с автономным ходом. Работает по тому же принципу, что и «Авангард», который я показал вам ранее. Потрясающе. Троллейбус, который умеет ездить без проводов. Будущее в Петербурге наступило, господа. А в Москве оно что-то не хочет наступать. Ну, а это обычный троллейбус ВМЗ-5298. Тоже «Авангард», но без автономного хода. Раньше такие троллейбусы можно было встретить и в Москве. Троллейбус Тролза Мегаполис, но только этот экземпляр уже без автономного хода. Точно такие же работали в Москве до закрытия системы. Аппарат петербургского общественного транспорта продолжается, и за моей спиной автобус ЛиАЗ 5292, какой-то там, неважно какой модификации. Но его особенность в том, что он сохранил старую окраску. Посмотрите, как красиво. Белый с зеленой юбкой, обалденно. Такое сейчас не часто встретишь в Петербурге. Ну шо, посмотрели на парад автобусов и троллейбусов на улице Зины Портновой. Ну и хватит. Теперь нужно дальше ехать ловить гармошку ЗИЛ 683Б. Похожую на ту, что я показывал вам в Рязани вот в этом видео. Правда, здесь она немножко модернизированная. А этот шикарный, огромный бело-синий троллейбус называется БКМ-433. Выпускаются эти красавцы в Минске на заводе Белкоммунмаш. И, кстати говоря, если вы смотрели видео из Минска, то вы наверняка их уже видели. А если не смотрели этот видос, то ссылочка для вас будет вот здесь. И сейчас мы попробуем прокатиться в этой красоте. Поехали!
Мы находимся на Московской площади. И одна из целей нашей поездки это был троллейбус ЗИУ-683-БМ1. Проще говоря, ЗИУ-10. Подобный троллейбус мы ловили в Рязани. А здесь, оказывается, тоже есть такой троллейбус, правда, немножко модернизированный. К сожалению, пока что нам не удалось на нем прокатиться, а только сфотографировать его кое-как вместе с автомобилями. Мы едем в трамвае ЛВС-86. Несмотря на то, что эти трамваи сейчас потихоньку списываются, в Санкт-Петербурге до сих пор работает больше 200 вагонов этой модели. Большинство из них модернизировано. В одном из таких вагонов мы едем прямо сейчас. Давайте же посмотрим, что хорошего есть в этом крутом, чисто питерском, офигенно большом трамвае. Новая конструкция форточек, новые сиденья, новые резинки на дверях, обновленный узел сочленения. Все оборудование спрятано в этом огромном шкафу. Это был ЛВС-86. Подписчики из Москвы, узнаете этот крутой трамвай? Правильно, это Витязь М. Оказывается, эти трамваи есть не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге. А подробности об их эксплуатации вам расскажет наш трамвайный эксперт. Всем привет, меня зовут Валерий. Я работаю в 8-м трамвайном парке водителем трамвая. Трамвай Витязь М вышли на маршрут номер 60 осенью 2019 года. Также им компанию составляют трамваи Богатырь М и два наших самых новых, самых инновационных трамваев Европы, как говорит наш губернатор, Витязь Ленинград. Безусловно, по сравнению с ЛВС-86, Витязь это шаг, даже не один шаг вперед, это несколько шагов вперед. Витязь М может спокойно ехать со средней скоростью автомобильного потока в городе. Также он отличается повышенной шумоизоляцией, мягкостью хода. Среди особенностей, заметных в первую очередь для пассажиров, я бы отметил адресное открытие дверей. В Петербурге это абсолютная новинка. Также есть USB-розетки, цветовая подсветка салона. Я бы отметил новую систему управления, асинхронные тяговые двигатели, вместо 3 ходовых позиций 15 и, соответственно, 15 тормозных. Мне очень нравится работать на этом трамвае, он мне в принципе очень нравится. Я даже могу сказать, что попросту-напросто меньше устаю после смены. Все придумано для того, чтобы водитель комфортно ощущал себя на рабочем месте. Все под рукой, все, что нужно. Никуда не нужно тянуться. Лично мне все нравится. Это был Витязь М, самый классный трамвай, на котором я работал и который ходит в Санкт-Петербурге. С вами был трамвайный эксперт специально для канала Блог ЖД Фотографа. Призовая карточка. Помните такую рубрику у меня на канале? Была когда-то давным-давно. Давайте же возобновим и эту старую традицию и спрячем призовую карточку здесь, на конечной ЛЭМС. Мы будем прятать ТЭП-70БС с фирменным поездом Сочи, ролик о котором я снимал и выкладывал вот по этой ссылочке. Поехали! И карточку мы спрячем здесь, прямо под этим камнем. Ты что, совсем обленился? Ты прятал карточку в этом месте в прошлом ролике. Ну да, а что заморачиваться? Какая разница? Кто найдет эту карточку, получит от меня в подарок кружку «Стоп-кран». А мы продолжаем исследовать Санкт-Петербург. Я нахожусь на станции Автово Петербургского метрополитена. Это одна из самых красивых станций. Ее особенность в том, что некоторые колонны отделаны стеклом. Как вам такое? По-моему, очень оригинально. Станция открыта в 1955 году. Архитектор Левинсон. Но приехали мы сюда, конечно же, не за архитектурой. Кто бы мог подумать? Мы приехали сюда за тем, чтобы покататься на старых вагонах серии ЕМ, многие из которых сохранились здесь практически в первозданном виде. И я сейчас вам покажу, что это означает. А вот и наш герой. Поезд метро из вагонов ЕМ и других. Давайте же прокатимся в этих крутых вагонах. На что следует обратить внимание в этом вагоне? Первое, это, конечно же, плафоны освещения. Я думаю, все москвичи прекрасно помнят такие же плафоны на Арбатско-Покровской линии. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Нарвская.
Балтийская. Выход к Балтийскому вокзалу. Что интересного есть в этом вагоне? Оригинальное плафонное освещение, оригинальные форточки и даже оригинальная ручка открытия дверей. И, конечно же, главная особенность этих поездов, которая заключается в том, что кабина управления есть в каждом вагоне. Очень удобно. А я напоминаю, что из Москвы такие поезда исчезли в 2020 году. Это был поезд из вагонов ЕМ на канале Блог ЖД Фотограф, Санкт-Петербург. А мы продолжаем. Загадка Санкт-Петербурга номер 5. Вафельная разметка. Почему ее до сих пор не завезли в центр Петербурга? Ведь из-за того, что здесь нет вафельной разметки, всякие ослы вылезают на перекресток, и в итоге троллейбус не может проехать по маршруту. Дорогие друзья, это был Санкт-Петербург, новая троллейбусная столица России. Полная противоположность Москве. Здесь троллейбусы и троллейбусные провода никому не мешают. Трамваи ездят быстро, а автобусы блещут разнообразием окрасок и модельного ряда. В метро здесь можно встретить различные поезда, начиная с советских ежиков и заканчивая реинкарнацией московской Яуза. И несмотря на то, что в этом городе полно различных городских загадок, ответа на которые не может найти даже сам Илья Варламов, этот город занимает первое место в моем личном рейтинге городов. И я обязательно вернусь сюда. Ведь нельзя за 2 дня осветить весь транспорт, который здесь есть. С вами был Игорь Абросимов, блог ЖД Фотографа. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Смотрите вот эти крутые видосы. Не забывайте про призовую карточку. А у меня на сегодня все. До новых встреч и спасибо за просмотр.